Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину. Давайте посмотрим его мысли, чувства, действия. Да, его вклад, ваш вклад. Сделаем на две позиции. Пока загадываем. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, начнем с единичек. Посмотрим его сигнификацию. Так. Знаете, темная лошадка, данный мужчина. Бывает очень агрессивным, любит себя, да, есть в нем проявление нарцисса. Знаете, есть у него покровительница, идущая с самого детства, больше похожа на его маму. Да, она ему всегда говорила, что делать, как делать, и при этом, скажу честно, присутствует и по сей день в его жизни. Да, значит, присутствует, по сути, и в ваших отношениях. Здесь, знаете, мало у него собственного мнения у данного мужчины, да, скорее он опирается на мнение о себе, да, и на мнение сильной стороны в качестве, опять же, его матери. Да, то есть остальных людей он слушать особо не желает. А при этом, знаете, мама ему, такое ощущение, еще и с финансами помогает, скажу честно. Так, давайте посмотрим, что вы привносите в эти отношения, да, с вашей точки зрения. Так, знаете, довольно сильная вы женщина, работающая, да, есть у вас и свои накопления, и очень много действительно трудитесь, да, если честно, можно даже назвать вас, ну, наподобие мужчины, да, то есть поменялись ролями, я бы так сказал. И здесь, конечно, опять же, с вашей точки зрения, вы считаете, что даете очень много денег, очень много вкладываете в принципе в чувства, да, и желаете, чтобы ваш мужчина вкладывался, если не так же, то как бы больше. Вот так вот можно сказать. И вижу некое, знаете, такое сомнение по поводу данных отношений, по поводу данного мужчины у вас, да, потому что вы себя ощущаете намного сильнее, чем он, и ничего не можете как бы с этим поделать. Так, а что же он делает? Давайте посмотрим. Пользуется. Вы знаете, здесь ответ на самом деле прост, потому что он, помимо своей такой манипулятивной стороны, да, он действительно берет, пользуется вашими благами, то, что вы даете, пользуется вашими чувствами, эмоциями, деньгами, да, решает, посмотрите, какие-то свои проблемы за счет вас, а при этом считает, что так и должно быть. И, если честно, проскальзывает то, что он слишком много общается со своей покровительницей, да, то есть это, опять же, его мама, да, которая всячески ему дает какие-то странные советы, которая вас, к сожалению, ругает, да, то есть и здесь ей не нравятся почему-то действительно ваши действия. И здесь необходимо знать следующее. Все, что вы говорите своему мужчине, об этом знает его мама. Да, то есть здесь такое предостережение, чтобы вы как бы, ну, не были в шоке, да, и все прекрасно понимали. Так, скрытая преграда. Давайте посмотрим. Ну, видите, все здесь кроется на самом деле в неудачном подборе мужчины, да, если брать вас, потому что вам нужен более серьезный, более эмоционально зрелый мужчина, мужчина, который готов брать на себя ответственность, да, мужчина, который действительно готов сделать многое ради вас, ради построения семьи, да. Ну, если брать этого мужчину, это, конечно,
совершенно не про него. Он больше похож на ребенка, который, знаете, убежал как бы из дома, но при этом за ним постоянно кто-то присматривает. Не умеет совершенно решать проблемы, не самостоятелен, но очень требователен, понимаете? То есть если что-то ему такое не нравится, то, конечно, начинает плакаться, по сути, как малый ребенок, да, кричать, возникать и прочее, а не конструктивно решать вопрос, да, понимаете, как все взрослые люди. Он этого не делает. А самое худшее, он может пойти еще и жаловаться, понимаете, своей, опять же, маме, которая вечно его как бы с собой берет и не отпускает во взрослую жизнь. К сожалению, это так. Что же объединяет вас? Давайте посмотрим точку сближения. Свободолюбие. Да, это на самом деле единственное, что вас объединяет. И встретились вы так, такое ощущение, да, познакомились либо в клубе, либо в каком-то, знаете, таком общем месте, просто вот разговорились и, знаете, решили попробовать. Потому что здесь, отношение к деньгам у вас, в принципе, немножко схоже, да, единственное, в чем различие, он не любит зарабатывать, да, вы это любите и умеете, он этого не делает, но все, что касается другое по деньгам, да, у вас схоже. Опять же, любовь к жизни, к веселью, да, к каким-то развлечениям, к путешествиям, опять же, это все у вас сходится, это у вас все достаточно легко. Но во всем остальном, конечно, одни минусы, да, говорю как есть, да, то есть, по точке сближения с ним, знаете, он был бы хорошим другом, да, с таким мужчиной, конечно, не стоит делать отношения, только если вы не хотите заменить его мать, да, либо как-то переиграть его мать, да, и взять себе, скажем так, взрослого ребенка, да, то, конечно, не следует, да, делать, в принципе, отношения. Вы в них ничего для себя, по крайней мере, не найдете. Разве только головную боль. Да. Будущее. Ближайшее. Одно сплошное предательство. Знаете, здесь со стороны мужчины, тотальное разрушение, да, мало того, что у вас вы горите очень сильно, да, в этих отношениях, так еще и будет что-то наподобие ссоры, да, то есть вы ему выскажете, он вам, потом он побежит опять к своей маме, куда-то убежит, не захочет решать все эти проблемы, да, то есть и отношения, по сути, они станут холодными, понимаете, они часто держатся немножко, знаете, как на острие ножа, да, ходите, а потом станет как бы еще хуже, понимаете. При этом его мама скажет обязательно, что она тебе не подходит, да, то есть и отношения просто начнут двигаться именно в сторону ухудшения. Единственное, что такое останется, знаете, память, я бы так сказал, потому что, если честно, будущего хорошего с этим мужчиной у вас нет. Думаю, если честно, вы сами это понимаете, потому что женщина вы разумная, все прекрасно видите, да. Как говорится, попробовать стоило. Совет давайте для вас. Интересный совет. Займитесь работой, да, у вас это хорошо получается, заодно отвлечетесь. И, если честно, здесь такой тоже интересный совет. Не стоит как-то на этом мужчине зацикливаться, да, и нужно действительно уйти попросту в работу. Почему-то вот рекомендуют карты, да, чтобы не чувствовать какое-то одиночество, да, своего. Здесь все образуется, во-первых, да, именно для вас, да, про мужчину не показывают пока что. Но что касается именно вас, у вас все будет действительно хорошо. Да, именно хорошо, но без этого мужчины. Данные отношения стоит воспринять именно как опыт, да, ничто иное. Попробовали, здорово. Если честно, вижу, вы
сами ни на что сильного не рассчитывали, да, собственно, услышав все это, думаю, тем более перестали рассчитывать. И главное, не стоит расстраиваться, да, ваш мужчина еще явно придет, да, то есть с хорошими отношениями, но бывает и такое, да, попробовали, и как бы на этом все, да, как бы будем помнить, но как такой не очень удачный опыт, и как не стоит больше делать, каких людей, собственно, выбирать. Поэтому не расстраивайтесь. Ну, мы давайте перейдем к двоечкам. Сейчас мы это соберем. Так, двоечки. Мужчина, который ищет себе ровню, да, то есть здесь мужчина с надеждой найти очень, знаете, такую серьезную, строгую женщину, которая будет как дополнение его самого, я вам так скажу. Сам по себе эмоционален, очень чувствителен, да, умеет проявлять эмоции, умеет проявлять страсть, да, действительно очень, я бы сказал, жесткий такой, да, но в меру, опять же. Очень любит все контролировать. И при этом есть надежда на удачу, да, как бы он не хотел все контролировать, да, он действительно верит, что высшие силы ему помогают, оно действительно, кстати, так, да, во многих вещах. И вот эта надежда в нем проскакивает, да, и она ему действительно помогает по жизни. Так, что же вы привносите в данное отношение? Давайте посмотрим. Очень влюблены вы в этого мужчину. Да, вижу прямо головная боль у вас, да. Ложитесь спать, думаете о нем. Если он вам не написал, тоже о нем думаете. Знаете, данный мужчина вам достаточно много дает каких-то, знаете, таких подарочков, да, может быть, какие-то проблемы ваши помогает тоже решать. Здесь еще есть связь такая, знаете, либо вы с ним на работе познакомились, да, либо у вас какие-то рабочие тоже есть отношения, потому что вот материальное есть, да, то есть и это материальное как раз-таки говорит, что связано с деньгами, да, то есть, ну, скорее на работе, я бы так сказал, может быть, какой-то именно бизнес. И, понимаете, здесь вы поняли, что действительно этому мужчине нужна ровня, и вы хотите попробовать соответствовать, да, но пока не знаете, конечно, как, но об этом думаете, помимо, конечно, данного мужчины, да, потому что о нем вы думаете, действительно, вы попросту влюблены. Так, что насчет него? Давайте посмотрим. Слушайте, осторожно к вам подходит, да, то есть здесь он ведет себя больше доверяя интуиции, сердцу, да. И есть, конечно, в нем, ну, такая вещь, да, выпала. Он собственник, да, по своей натуре, и здесь немножко вас ревнует, вот честно вам скажу, да, то есть либо видит, когда вы с другими мужчинами общаетесь, есть вот эта ревность не такая сильная, да, чтобы аж может преследовать, да, либо там как-то контролировать сильно, но в душе он действительно ревнивец, и его обижает, если вы с каким-то другим мужчиной, да, начинаете общение, как-то заговорите. Его это немножко, ну, выводит, да, из себя, но не показывает совершенно, не дает виду, да, и здесь вот как раз про ревность, да, вот сказано. В остальном же, знаете, присматривается очень сильно, да, есть чувство, это прям 100%, но нет как такового доверия. И он, знаете, смотрит на вас со стороны, а та ли это самое, понимаете, действительно ли она
мне подойдет, действительно она будет мне ровнее, да, не будет ли она мне мешать по жизни. То есть у него вот такие мысли в голове. И здесь они его, если честно, да, мучают. При этом, как и вы о нем, да, он о вас тоже думает вечерами, да, то есть на самом деле, ну, можно сказать, что он влюблен, особенно когда речь заходит о ревности, да, люди просто так не ревнуют, согласитесь. Так, скрытая преграда. Что мешает? Что мешает? Мало времени прошло, да, то есть основная преграда — это ваше время. Вам необходимо больше познавать друг друга, да, больше разговаривать, больше вести диалог, да, друг с другом, больше познавать друг друга, да, то есть интересоваться его жизнью, он вашей. Без этого ничего, ну, на одних чувствах все равно не выйдете, да, то есть здесь вам попросту мешает ваша такая молчаливая игра, я бы так сказал, да, вы все в чувствах, в мыслях своих, каждый придумывает себе историю, но по сути история это как бы настоящая одна, да, вы просто не хотите о ней разговаривать и как бы ее видеть. Попробуйте больше встречаться, больше проводить время именно в разговорах, вот, лицом к лицу, да, не по смс-кам, да, конечно, это тоже нужно, но в большей степени постарайтесь именно видеться. Это вспыхнет ваши чувства, и вы действительно начнете друг друга познавать. Потому что основная преграда, вы такое ощущение, с ним в основном общаетесь по интернету, да, либо изредка звоните, но в основном это вот переписка, да, вот именно буквами. Там нет эмоций сильных, понимаете, то есть вы не сможете прочитать, какие эмоции действительно вкладывал человек в смс-ку, да, ту или иную. Поэтому здесь необходимы именно встречи, понимаете, коих у вас действительно с ним довольно мало. Да, а если они есть, то такое ощущение, вы говорите о работе, понимаете, то есть это нужно менять, это вот ваша скрытая преграда. Что же сближает? Так. Ну, любовь к деньгам, понятно, да, вы люди рабочие, тут все с этим хорошо. Знаете, у вас одно видение мира, я вам так скажу, да, и здесь, конечно, это играет вам двоим на руку, потому что как только вы начнете общаться, то вы лучше начнете понимать друг друга, и больше будет притяжения, понимаете, да, ваших душ. И, если честно, отношения как раз-таки будут развиваться, потому что здесь очень сильная схожесть именно на чувственном уровне, помимо любви к деньгам. Да. То есть здесь главное, чтобы еще духовное было для отношений, и оно у вас действительно и есть. Поэтому здесь в этом плане замечательное сближение. Главное начать вам все-таки разговаривать, да, со своим мужчиной, чтобы развивались отношения. Будущее ближайшее. Свидание, да, сразу видно. Довольно легкое, простое, но очень веселое, и даже, возможно, будет либо намек, либо, естественно, по обоюдному согласию у всех, да, такой вот на интим-связь, да, то есть здесь такой намек, я бы сказал, после данного свидания. Но это уже как бы сами дальше решите в этом плане, да, думаю, разберетесь. Но, в принципе, здесь действительно все замечательно, потому что отношения будут развиваться, да, то есть особенно, когда начнете говорить с этим мужчиной. И, если честно, вот это начало отношений, да, оно самое классное, да, потому что все эмоции свежие, чувства, вот все как бы замечательно идет, да, по началу ваших отношений. И что самое интересное, будет развитие, да, и плохого про мужчину я вот прям не могу сказать, да, ну, просто действительно мужчина, который думает и разумом, да, и опять же сердцем, да, то есть здесь на самом деле хороший такой контроль. Совет. По совету прекращайте говорить с ним о деньгах только.
либо о каком-то бизнесе, да, вот это вот ваша проблема прям такая, да, которая еще в преграде скрытой показалась. Понимаете, здесь мужчина ищет родственную душу, так или иначе, да, и нужно всячески ему это все показывать. Он человек тоже как бы чувств, эмоций, да, не стесняться этого совершенно не нужно. И по этой как бы причине, ну, поговорите о жизни, начните разговаривать. Вижу у вас, знаете, есть такая вещь, конкретно у вас такое ощущение, вы можете вот много написать, да, в тексте, но сказать словами вам сложно. И когда вы находитесь вдвоем, да, вот это неловкое молчание может возникнуть, либо разговоры на какие-то совершенно, казалось бы, ненужные темы, да, и потом, как бы, после встречи вы думаете, а как я же вот хотела это сказать и то, да, то есть, но время уже, как говорится, вышло. Попробуйте себя действительно перебороть, да, заговорите на какие-то такие, ну, небольшие темы, да, но которые касаются именно вашей жизни, да, спросите его об этом. То есть здесь все, вот, чтобы решить эту проблему с коммуникацией, необходимо именно пробовать по чуть-чуть все-таки вот так общаться. Собственно, здесь уже вот второй совет, да, и здесь выпал, да, в конце, и тоже уже подзабыл, либо в точке сближения был, да, в общем, тоже где как раз было сказано, нужно начать говорить. Понимаете, как только вы это начнете делать, то действительно ваши отношения выйдут на новый уровень, и что самое главное, они будут развиваться в более ускоренном режиме, нежели чем сейчас. Хотя сейчас они тоже, да, неплохо развиваются, медленно, конечно, но есть. Особенно ждите, конечно, в ближайшем будущем свидания, да, можно даже сказать с продолжением, но тоже выбор, как говорится, за вами. А в остальном же хорошо разобрали, да, надеюсь, совет вам обязательно поможет. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели, да, надеюсь, советы как единичек, так и двоечек все воспримут, да, выбор остается за вами, повторюсь, да, что-либо делать или не делать, да. А так, подписывайтесь на канал, буду всем очень сильно рад. Ставьте лайки, пишите комменты. Также не забываем, что я есть в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А так, хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.